Приветствую, друзья! На волне успеха моделей Believe и Diamond компания КБР решила продолжить эксперименты с динамическим драйвером и по результатам выпустила новую версию внутриканальных наушников под названием Ink, то есть чернила. Выглядит модель просто превосходно, кабель в комплект тоже положили приличный. Ну а что касается звука, об этом и будет наш сегодняшний с вами разговор. Собственно, поехали! Пришли наушники в довольно габаритной картонной коробке с логотипом производителя и полным списком характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 16 Ом и чувствительность 102 дБ. В комплекте находим небольшую инструкцию, плотный кейс из кожзаменителя, тряпочку и щеточку для ухода за наушниками и два набора силиконовых амбушюр, в том числе и популярной 7 серии. Кабель тут гибкий, витой, с плотными заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером на 3,5 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,245 Ом, что в пределах нормы. Соединение же осуществляется на классических вилочных коннекторах 0,78 мм. Сами чашечки выполнены из металла с симпатичной такой позолоченной вставкой в качестве среднего по величине звуковода, с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. Оба компенсационных отверстия при этом направлены строго вверх. Внешнюю же часть наушников, как обычно, наделили абстрактным трехмерным рисунком с наименованием бренда-производителя и прикрыли прозрачным пластиком. Смотрится это действительно зачетно, так что лично у меня к дизайну никаких вопросов нет. Посадка у них тоже достойная, за что спасибо говорим просто восхитительным, на мой взгляд, комплектным амбушюрам. Их сейчас можно найти даже в коробке с топовыми наушниками от Kinera. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%, прямо вот как под линейку. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 70 и 92 миллисекундам, причем практически без возмущений. Разница между амбушюрами присутствует, однако существенно я бы ее назвал только за пределами 10 кГц, где довольно серьезные спады и узкие пики. По АЧХ же имеем подъем низких частот на 12 дБ с плавным заходом на середину, внушительное выделение области разборчивости с акцентом на 3,5 кГц и классический уже пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. По балансу, очевидно, имеем небольшое доминирование верхних частот, но исключительно в акустически обоснованных точках. Так что все тут по уму придраться не могу. С графиком от производителя мой совпал почти идеально. По своему же характеру наушники КБР Ink мне показались просто сверхмелодичными. Особо четкими или прозрачными я их назвать не могу, однако структура на редкость цельная, да и в плане нюансов никаких вопросов нет. То есть без уклона в микродинамику, но со всеми даже мелкими оттенками звукоизвлечения. Слушается это очень интересно. Низкие частоты хороши по глубине и текстурам, а серединка чуть выдвигается из трека, имеет подчеркнутую верхнюю часть, выразительность и теплый аналоговый окрас. Высокие на себя внимание не оттягивают, но при этом неплохо рисуют всевозможные затухания перкуссии и высокочастотные хвосты. По тональности все довольно-таки точно. Тарелочки с С на Щ не переходят, в кашу все не смешивается. Ну и какого-то выдающегося разделения здесь, друзья, тоже нет. В качестве еще одного плюса отмечу приятный слуху вес на всем частотном диапазоне, что наделяет акустическое полотно особенной полнотой и сочностью. Если говорить о прорисовке оркестра, то тут КБР показывает довольно средние результаты, собственно, как и все настроенное по Харману. В звуке действительно есть объем, но построение сцены в глубину не такое эффектное, как, скажем, у 7 Гц Eternal или BQS Oten. Чуть-чуть не хватает воздуха, заметно меньше размах и не такое точное позиционирование в пространстве. Впрочем, в этом сегменте это уже, друзья, явные придирки. Лично мне очень понравилось, как здесь звучит джаз, оркестровая электронная музыка, а также в меру быстрый металл. Последний, конечно, может чуток ярчить на верхней середине, но то издержки, выбранные производителем, настройки. Так что предпочтительно выбирать записи с более-менее грамотным мастерингом. Каким-то особо техничным звучание КБР Ink тоже назвать сложно, но в большинстве своем наушники справляются очень достойно.
Еще одним важным моментом является выбор источника сигнала. Поскольку герои обзора имеют подачу приближенную к музыкальной, то лучше всего с ними споется какой-то четкий или нейтральный источник. В случае музыкального плеера или ЦАПа с данным параметром может оказаться перебор, так что выбирайте с умом. Я же большую часть времени использовал KBR Inc. со стационарной связкой SMSL DO100 с усилителем для наушников HO100, возможности которых, очевидно, многократно превосходят данные наушники, а следовательно способны раскрыть их на все 100%. С XDO Link первого поколения звучание становится мягче, но более выразительным. А с Wiser D1 мы получаем что-то наподобие стационарной связки, но упрощенной до уровня данных наушников. То есть, как пример удачной пары, можно вполне рассмотреть мобильный ЦАП от компании Wiser. Два набора амбушюр, кстати, тут тоже совсем не случайно. Замена их на пару с красным сердечником заметно скрадывает объем, зато заостряет атаки и усиливает детализацию. Но, на мой вкус, из музыки уходит некоторая харизма, добавляя немного пресный цифровой окрас. Но это уже, друзья, чистой воды вкусовщина. Пробуйте так и определитесь, где лично вам звучание окажется наиболее вкусным. Суммарно у меня вопросы были исключительно на металле. Местами действительно ярко получается, особенно на фоне более дорогих 7 Гц Eternal. Но ровно этот же момент, например, в джазе, приятно так подчеркивает струнные и духовые инструменты, делая их более искристыми и четкими. Так что однозначного мнения здесь, друзья, нет. Итогом, динамические внутриканальные наушники KBR Inc. лично меня порадовали приятным таким сочным звучанием, интересным внешним видом и просто замечательной посадкой. Шаблонов наушники, естественно, не рвут, но как для своей цены звучат они просто сверхдостойно. Не так агрессивно, как Trent A1 Max и куда более выразительно, чем Barbados Sunrise. Ну а меня в них подкупает приятная такая мелодичность вкупе с почти бархатным смягчением тембров. Конечно же, это вариант не для любителей нейтрального или же мониторного звучания. Здесь все по-музыкальному красиво и просто мега зажигательно. Учитывая цену, модель мне очень понравилась, но для посредственно записанных тяжелых стилей я бы, наверное, посмотрел на что-то другое. Джаз же, техно, рок, этника и все остальное звучат просто восхитительно. А на этом у меня все. Это были динамические внутриканальные наушники KBR Inc. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.